Ну что, привет, друзья! Опять весна, не за горами новый водомоторный сезон. Пора вспомнить основные настройки эхолота. Хотите, присоединяйтесь. Да, в конце видео я дам подсказку на важные условия, которые позволят при моих настройках эхолота получить идеальную картинку. Сначала давайте пробежимся по основным кнопкам управления на эхолоте. Это кнопка включения эхолота. Вторая крючочком стрелочка — возврат к предыдущему меню или к предыдущей страничке. В середине большой квадрат со стрелочками — это джойстик для перемещения по меню. Галочка, кнопочка внизу — это подтверждение вашего выбора. Тельняшечка это меню, которое можно открыть для каждой из страниц, для его поднастройки. Внизу вот этот вот чупа-чупс. Это для фиксации точки, интересующей нас. Я эхолот сбросил до заводских установок. Поэтому сейчас вместе с вами давайте настроим его. Итак, включаем продолжительным нажатием до зуммера. Идет загрузка. И появляется первая страница. Давайте сначала выберем язык. Перемещаю джойстиком синюю полоску до нужного нам языка. Ищем наш. Я выбираю русский. Галочкой подтверждаю. Есть. Далее предлагает система нам настроить единицы измерения. Посмотрим. Английские нас интересуют, метрические, но мы по ним учились в школе. Выбираем метрические. Формат времени галочкой подтверждаем и переориентируем его на 24 часа. Подтверждаем. Перемещаем часовой пояс. Ну, условно говоря, я в виде эксперимента уже посмотрел. Для Средней Волги, у нас тут Самарская область, вручную выберем. И он у нас составит для Самарской области. Экспериментально я это нашел. Каждый из вас найдет это по-своему. А для Самарской области составит -3 часа. Перемещаем джойстиком 40, джойстик 5, 45 минут. И подтверждаем галочкой. Все, возвращаемся на традиционный экран. Смотрим. Небольшое различие. Ничего страшного. Летнее время выключено. Формат координат. Оставляем часы. Написано часы, градусы, минуты. И нажимаем далее. Подтверждаем. Вот он открыл нам экран, который мы должны настроить. А сегодня начать хочу с настройки традиционного экрана, который наиболее нами востребован во время рыбалки и которым мы будем пользоваться. Давайте откроем его. Он у нас выделен синим цветом. Подтверждаем галочкой. Открываем. Попробуем открыть. Он нам сообщает: датчик отключен. Отключите питание. То есть нам нужно, нажимаем ОК. Возвращаемся на главную страницу. Он нам говорит о том, что у нас отключен датчик сонар. А он в этом случае не будет показывать ничего. Поэтому нам нужно в настройках, подтверждаем настройки, войти в систему, подтверждаем ее, и в пункте имитация, мы к нему спускаемся, включить этот режим. Включим имитацию, подтвердим. Он нас еще раз предупредит, что некоторые функции в режиме имитации зависят от внешних подключенных устройств. Нас это устраивает, мы согласны, подтверждаем.
И имитация у нас включена. Теперь мы с вами можем посмотреть, возвратившись стрелкой на главную страницу и войдя, соответственно, в традиционный экран, который мы будем рассматривать, мы можем посмотреть, как он будет выглядеть на первоначальных настройках. Подтверждаем. Вот его вид. Далее, открыв традиционный экран эхолота, в режиме имитации, конечно, мы с вами на стуле сидим, а не на воде находимся, поэтому то, что имеем. Смотрим, что мы видим на экране. Он показывает глубину, часы, вернее скорость, километров в час. Мы стоим, поэтому нули. Значит, напряжение нашего подключенного устройства, аккумулятора 12,4 вольта. И время текущее сейчас, настоящее время, которое мы выставили. Далее, внизу 200 килогерц, это значит, наш луч, которым мы сейчас пользуемся. Эхолот двухлучевой, мы можем переключаться. Сейчас у нас установлен 200 кГц, это узкий луч эхолота. И с правой стороны шкала глубин, по которой мы можем ориентироваться, где примерно, на какой глубине находится рыба, проходит. Вот. Итак, мы настраиваем каким образом? Имея вот эту вот кнопку для поднастройки каждого из экранов, вот эту тельняшечку, нажимаем на нее и попадаем в меню традиционного сонара. Мы можем построить диапазон, усиление, частоту, масштаб наложения цифр и настройка сонара. Диапазон у нас стоит авто, я его не меняю. Усиление авто среднее. Давайте посмотрим. Стоит у нас автоматический режим, среднее усиление сонара для усредненных глубин рыбалки. Вот у каждого они свои. У меня, если я использую глубину порядка 20 метров плюс-минус, я перевожу его в верхнюю строчку настройки режима с помощью джойстика и в процентном отношении выставляю нужные мне проценты. Как правило, я рыбачу от 70 до 90. Ну, средние поставим вот тут, пускай 80%. Вот так вот. И подтвердим свой выбор галочкой. Нажмем. Есть. Настроили усиление. Опять возвращаемся в меню, нажимаем. Следующий пункт у нас частота 200 кГц. Узкий луч я использую, если глубина опускания наживки составляет примерно более 10 метров, 11, 12, 15 и так далее. Если глубина небольшая у вашего водоема, желательно поставить широкий луч для большего охвата площади дна, который вы сканируете. Итак, частота. Подтверждаем выбор. У нас есть 4 режима, вернее 2 луча. 77 широкий луч, 200 узкий луч. И они же, но с нижним сканированием для более детального чтения картинки. Но я ими не пользуюсь, я пользуюсь широким или узким. Включаю узкий луч, широкий луч. Вот, подтверждаю свой выбор. И теперь у меня стоит широкий луч для не очень больших глубин. 5, 7, 8 метров. Далее, масштаб. Можем поиграться с масштабом, но я работаю без масштабирования, потому что тут нюансы для продвинутых рыбаков. Можно поставить с фиксацией дна, подстройка вручную, автоматическое изменение масштабирования, раздельное увеличение.
когда он делит на два экрана, и вы можете выбирать, какой участок вам увеличить. Но я этим не балуюсь, работаю без масштабирования в автоматическом режиме. Опять нажимаем меню. Наложение цифр. Наложение цифр — это те показания, которые вам на главном экране нужны или не нужны, показывать их или не показывать. Посмотрим. Навигационная мини-карта на главном экране нам не нужна. Нажмем на галочку, она отключится. Выключена. Лента компаса выключена, она нам не нужна. Напряжение устройства. Ну да, надо, конечно, показать. Глубина, естественно, мы же на какой-то глубине ловим, должны видеть. Скорость, с которой мы движемся. Я работаю с плавом, поэтому я ее выключаю. И время суток. Ну, можно показать, можно отключить. У меня, в принципе, есть телефон и часы. Я отключаю на сонаре, чтобы не использовать лишнее напряжение. Есть. Возвращаемся к настройкам сонара. Следующий пункт. Подтверждаем. Линия глубины, скорость прокрутки, вид сонара, подавление помех, восстановить настройки по умолчанию. Линия глубины. Мне она не нужна. Дополнительная функция. Скорость прокрутки. Это, значит, в зависимости от условий лова, быстро или медленно движется лодка, в зависимости от течения, стоячий водоем или хорошее течение, можно установить под себя разную скорость прокрутки экрана для быстрой смены картинки, чтобы более качественно видеть. Я ставлю среднюю. Вид сонара. Посмотрим. С помощью этого пункта можно изменить цветовую схему самого традиционного экрана. Включить белую линию, которая показывает, примерно дает представление о структуре дна. То ли это ил, то ли это ракушечник, то ли это камень. Аскоп — это дополнительный экран, включается сбоку, показывает вот такой вертикальный флешер, что называется. Он мне тоже не актуален. Символы рыб я всегда выключаю при моей рыбалке, потому что они только мешают. Цветовая схема интересная, можно посмотреть. Цветовая схема у нас установлен темно-синий. Мне больше нравится желтый, он более контрастный, яркий. И в светлую погоду удобнее на него смотреть. Подтверждаем. И посмотрим, как выглядит теперь наш экран. Вот желтая схема. То есть сейчас я настроил экран на ловлю свою под не очень большие глубины. Интересную мне цветовое оформление экрана. Вот, и необходимые минимальные функции, которые мне интересны. Вот и все.